Пшеница – наиболее распространенная зерновая культура в большинстве стран мира. Из нее получают множество круп, муку, хлеб, алкогольные напитки и всеми любимую пасту. Пшеница является не только одной из самых широко выращиваемых в мире культур, но и основой питания во многих странах мира. Пшеница содержит больше 60% крахмала, 22% белков. Есть в ней жиры и клетчатка. В пшенице обнаружили многие полезные для здоровья микроэлементы, такие как кальций, фосфор, магний, калий, а также витамины особенно группы. Основной способ уборки – прямое комбайнирование. Комбайн представляет собой сложную сельскохозяйственную технику, которая позволяет выполнять несколько видов работ. Машина скашивает пшеницу и направляет ее в молотильно-сепарирующий отсек. Там растения измельчают, а битеры выбивают зерно. Лидерами по производству пшеницы являются Китай, Индия и Россия, на которые приходится 46% мирового производства. После уборки пшеницы с полей она отправляется на очистку и переработку. Один из основных этапов для пшеницы – преобразование в муку. Перед помолом зерно тщательно проверяется в лаборатории. Контроль качества включает в себя определение содержания различных вредных и сорных примесей, определение содержания сырой клейковины, определение влажности. Процесс производства муки состоит из двух этапов – подготовительного и размола. Качество муки зависит от качества используемого зерна, а также от технологии производства. Подготовительный этап начинается с очистки зерна от различных примесей, гидротермической обработки зерна при сортовых помолах, составлении помольной смеси.
Размол муки состоит из размола, дробления, зерна и просеивания продуктов размола. Дробление осуществляется на вальцовых станках с гладкой либо шероховатой и рифленой поверхностью. После каждого вальцового станка устанавливают рассев-набор сит различных размеров, расположенных друг под другом для сортировки продукта размола по крупности частиц. Вальцовый станок с рассевом образует систему, которая может быть гранной либо размольной. Всего при сортовом помоле получают от 16 до 20 потоков муки различного качества, которые в дальнейшем объединяют в различные сорта. Сортовые помолы бывают односортными, двухсортными и трехсортными. За сутки крупный завод способен выпустить до сотни тонн муки. И только после всех этих этапов мы получаем любимые продукты.